Всем привет! Друзья, хочу поделиться с вами рецептом песочных пирожных с джемом. Раньше они стоили копейки и продавались везде, так же как и молочные коржики, песочные колечки. Сегодня мы приготовим их сами. Во-первых, потому что это быстро и просто, а во-вторых, потому что они безумно вкусные. Итак, сперва смешиваем 310 грамм просеянной муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Это удобно делать при помощи венчика. Затем в другую миску кладем 180 грамм мягкого сливочного масла, добавляем к нему щепотку соли и взбиваем миксером 1 минуту до пышности масла. Раньше в песочное тесто клали маргарин. Я его в выпечке не использую. На мой взгляд, на масле получается вкуснее. Далее всыпаем 130 грамм сахара и пакетик ванилина, 1,5 грамма. И продолжаем взбивать 2-3 минуты до посветления и пышности. Затем в сливочную массу вбиваем 1 яйцо и продолжаем взбивать минуты 3. Масса станет еще более пышной. И теперь начинаем вводить частями муку с разрыхлителем. Продолжаем работать миксером. Затем остатки мучной смеси вмешиваем лопаткой и уже на окончательной стадии собираем тесто в комок руками. Все рецепты вы можете почитать, посмотреть пошаговые фото и даже распечатать их. Заходите на мой канал Яндекс.Дзен и готовьте вместе со мной. Ссылку на канал оставлю в описании под видео. А мы тем временем всыпаем последнюю часть муки, хорошо вмешиваем ее в сливочную массу и продолжаем работать руками. Оно довольно быстро собирается в единый комок, получается очень мягкое, нежное и легко рвется на части. Это значит, что тесто не забито мукой и получилось нужной нам консистенции. Раскатывать тесто мы будем сразу на пергаментной бумаге. Муку подсыпать не нужно, тесто не прилипает. Сперва тесто немного растягиваем в стороны руками, а затем скалкой раскатываем его в пласт толщиной 5 мм. Края подравниваем, чтобы тесто было везде одинаковой толщины. Размер моего пласта 30 на 35 см. Если в одном месте у вас тесто получилось меньше, чем в другом, его с легкостью можно оторвать и соединить с другой частью теста. Перекладываем тесто на противень и при помощи вилки часто накалываем его. В таком виде отправляем выпекаться в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 10-12 минут. Как только края теста подрумянились, сразу достаем его. Самое главное, не передерживайте корж в духовке, иначе с ним будет очень трудно работать. И пока корж еще горячий, обрезаем неровные края и разрезаем на 2 части. Делаем это крайне осторожно, потому что и корж, и противень очень горячие. Все, в таком виде оставляем его полностью остывать. Сегодня наши пирожные будут с вареньем из черной смородины, но можно брать абсолютно любое на ваш вкус. Когда тесто полностью остыло, обрезанные края перекладываем в пакет с застежкой.
При помощи скалки измельчаем их в крошку. Полученной крошкой мы будем обсыпать пирожные сверху. Далее одну половину теста очень аккуратно перекладываем на ровную поверхность. Я кладу на доску. На доске будет удобно его и подавать, и резать. Далее половину варенья от общеуказанного количества перекладываем на корж и с помощью лопатки или ложки распределяем его равномерным слоем по всей поверхности коржа, но при этом немного отступаем от краев, чтобы варенье не вытекло, когда положим сверху второй корж. Ну и теперь кладем второй коржик и обмазываем вареньем его, но уже полностью, не отступаем от краев. Сверху пирожное присыпаем полученной крошкой и в таком виде даем постоять ему 2-3 часа при комнатной температуре. Оно должно хорошо пропитаться. Кстати, на второй день такие пирожные еще вкуснее. Затем разрезаем на небольшие квадраты и зовем семью пить ароматный чай. Такое нежное рассыпчатое пирожное сразу возвращает нас в детство, а теплые сердцу воспоминания согревают душу. Пробуйте приготовить сами. Жду ваших комментариев. И если понравился рецепт, поддержите меня пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».